Шумбраши, я Буляин Серес, Инязор и главный старейшина рязанского народа, соучредитель движения «Свободный Идель Урал». Записываю свое обращение из воюющей Украины, из города, в котором закончится история Российской Федерации, история государства российского. Обращаюсь к народам Башкортостана, Татарстана, Чувашия, Удмуртия, Мариэл и моей родной Республики Мордовия. Обращаюсь не ко всем, а только к тем, кто осознал, что вторжение российских войск в Украину есть начало конца Российской Федерации. Почему так? Я не буду тратить время на объяснение. Тот, кто обладает критическим мышлением, и без меня понимает, что каждый день войны России против Украины запускает новые и новые процессы, необратимые процессы, не только на полях войны, но и в российской экономике, или что там от нее осталось, и в социальной сфере. Обращаюсь к здравомыслящим Идель Урала. Что мы можем сделать, что вы можете сделать уже сегодня? Во-первых, не дайте себя использовать. Вспомним, 24-26 февраля главы республик и регионов дружно поддержали Путина и его спецоперацию в Украине. Это было сделано для того, чтобы затянуть их в систему круговой поруки, связать их кровью. И теперь эти местные элиты опосредованно являются соучастниками. Они поддержали удары по роддому Мариуполя, обстрелы онкологического центра в Николаеве, уничтожение жилых домов в Украине. Они связаны кровью. Москва сделала ставку на то, что эти местные элиты в час Х, когда зашатается Российская Федерация, будут до конца преданы Путину, до своего собственного конца. Для нас очень важно, чтобы как можно меньше наших соотечественников влезли в это московское дерьмо. Нам нужны умные, инициативные, принципиальные, талантливые люди, которые после распада Российской Федерации смогут вытянуть наши республики из пещеры самоизоляции и санкционной блокады. Поверьте, никто не будет разговаривать с подельниками Путина. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Японии, ни в Корее. И даже Китай будет остерегаться этих токсичных персонажей. Поэтому любыми способами избегайте участия в каких-то коллективных обращениях на поддержку России, в каких-то уличных акциях, других активных мероприятиях ФСБ. Они делают это только для того, чтобы замарать вас кровью и лишить перспективы. Второе. Если вы известный человек, лидер общественного мнения, сегодня самое время сделать свой настоящий поступок. Обратитесь к вашему народу, осудите военные преступления России, выступите против войны в Украине, за вывод войск отсюда российских. И, возможно, тогда вы будете единственным человеком среди своего народа, благодаря которому через год скажут: этот народ нельзя привлекать к коллективной ответственности. У этого народа были люди, которые выступили против, не побоялись, выступили против агрессии. Сделайте это сегодня. И третье. Если вы не публичный, но смелый человек, осуществляйте саботаж. Любое сопротивление ускорит распад
этой людоедской системы. Это нужно делать сегодня, сейчас. Ваш народ нуждается в героях, вы можете стать им. Через какое-то время, через 10-20 лет, ваши дети или внуки спросят: а где ты был в то время? Что ты сделал, чтобы прекратить войну? Что ты сделал, чтобы ускорить распад русского рейха? Что вы скажете? Определяйтесь. Есть время определиться. Примите решение, на чьей вы стороне. Сделайте свое дело. Здесь и сейчас. После распада Российской Федерации никому не будет интересно ваше объяснение и довода, почему вы этого не сделали. Только здесь, только сейчас.